Игровой роутер с поддержкой улучшенного Wi-Fi 6 версии, которым нас уже не удивить, и флагманов с Wi-Fi 6 уже много. Ультравысокая пропускная способность, расширенная модуляция 4K QAM, сетевой порт поколения 5G, ускорение игр для мобильных телефонов Xiaomi многим будет актуально. Также на борту Mesh-технологии, интересный дизайн, отличные материалы, световой индикатор с возможностью кастомной настройки под себя, приложение для удобного использования и настройка VPN-сервера без заморочки. Опять же, на момент издания ролика пользование VPN является законным. Если вы смотрите этот ролик после, обязательно уточняйте относительно той страны. Я нахожусь в Российской Федерации, здесь законы меняются довольно быстро. Можно ли пользоваться VPN и законно ли это? Если незаконно, то запоминаем, что пользоваться нельзя. Перейдем же к Xiaomi Redmi Gaming Router AX5420. Моделей AX от Redmi у меня еще две. Если вам будет интересно, то я о них тоже расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрый обзор и долгие стримы. Напоминаю, что если вы смотрите все это дело не через VPN и вы надеетесь, что YouTube останется жить, наверное, только в наших сердцах, поэтому подписываемся на ВК-сообщество, я буду туда выгружать ролики, и в сообщество в Телеграм-канале, все по ссылке в описании. Сегодня я буду вам рассказывать о модеме, притом модем довольно новый от Xiaomi, разумеется, глобалки пока этого нет. Я не хотел о нем рассказывать и его вскрывать, пока не был уверен, что вообще нам будут это дело возить, и вообще для чего-то нам нужен будет этот роутер. Кабель лановский, обычный, стандартный. Я из тех людей, которые согласны, что есть у вас у стационара Bluetooth ресивер или нет, лучше напрямую подключать через вот эту штуковину. Перечислять спеки в процессе я буду, но в процессе ролика. Мы видим, что коробку уже пробили мне. Сама коробка не такая габаритная, как я ожидал, но довольно приличная. 241 на 182 на 228 миллиметров. Это должно быть само устройство. Здесь, разумеется, есть поддержка 5 ГГц, 2,4 ГГц и просто море всяких примочек. Разумеется, это все сделано а-ля для геймеров, даже внешний вид. Он компактный, я думал, что он намного больше. Раз. Два. Блок питания сейчас посмотрим. Разумеется, с китайской вилкой, я уверен в этом на 100%. Вот китайская вилка. Переходника мне не положили. Штатный кабель лановский, разумеется, намного меньше. Здесь есть инструкция, разумеется, на китайском языке. Разумеется, есть программа. В процессе ролика, пока VPN не запрещено, я попытаюсь разузнать, как вшить сюда собственный VPN. Можно его вешать на стену, можно ставить горизонтально на какую-то поверхность. Я, допустим, полочки все время покупаю, но пока еще ни одну не повесил под роутер. Роутеры у меня висят на кабельном хозяйстве. Весит это дело 949 граммов, это немного. It's Alive, то есть даже красный свет есть. Одно могу сказать, программа уже допилена, потому что я пользовался китайскими программами для управления своих роутеров. Это довольно удобная штука. Сходу, опять же, для тех, кто понимает, зачем им нужен подобный прибор, я советую роутеры Redmi или Xiaomi. Они обычно очень даже хороши. Смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к игровому маршрутизатору. Полетели. Поставляется Redmi Gaming Router AX5420 только в черной расцветке. Дизайн интересный и смотрится это дело хорошо. Вдобавок он не такой большой, как кажется, особенно по коробке. Габариты его составляют всего 241 на 182 на 228 мм вместе с антеннами. Корпус выполнен полностью из матового пластика. Материалы марки, отпечатки остаются моментально. Сборка отличная, если не сказать, что великолепная, как и материалы. На корпусе расположили с фронтальной части RGB подсветку, которую можно настроить под себя в приложении. Далее есть отверстие под естественное тепловыделение. Также есть надпись Redmi и 7 LED индикаторов на верхней части корпуса. С нижней части расположили 4 антискользящие ножки, 2 отверстия для крепления на вертикальную поверхность и стандартную краткую информацию. С тыльной части расположили 4 внешние несъемные антенны, разъем для питания 12 вольт 2 ампера, 4 порта LAN на 10, 100 и 1000 мегабайт и один порт VLAN на 10, 100, 1000 и 2500 мегабайт. Также есть кнопка включения системы Mesh и кнопка перезапуска. Летим дальше. Процессор здесь установлен трехъядерный Qualcomm IPQ 5018 с техпроцессом 14 нанометров. Два ядра 53 с частотой 1,2 ГГц и одно ядро NPU с максимальной частотой в 1,4 ГГц. Оперативной памяти
памяти здесь 512 мегабайт, позволяет поддерживать до 248 устройств одновременно. И это круто. Проще говоря, неважно, сколько у вас девайсов дома, вам хватит. По большому счету, даже на средний офис хватит. 248 это сильно. Интеллектуальная операционная система маршрутизации на основе OpenWRT Deep Customization Mi Wi-Fi ROM, сеть 2,4 ГГц 2 на 2, максимальная скорость до 574 мегабит в секунду, сеть 5 ГГц 4 на 4 с максимальной скоростью до 4804. Опять же, показатели скорости, заявленные производителем, теоретические. По моим тестам, с моим гигабитным интернетом он выдает скорость максимум до 700-700 мегабит в секунду, а в среднем 720-740 мегабит. Поддержка протокола IEEE 802.11ax, беспроводная безопасность шифрования WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 SAE. Поддержка технологии OFD MA, MIU, MIMO. Также роутер работает в режиме двойная частота в одном. Для смартфонов Xiaomi и Redmi есть ускорение и сценарии в мобильных играх, которые служат для улучшения игрового процесса, для большей стабильности. Далее, при первом подключении роутера, чтобы настроить его, можно использовать смартфон или стационар, к которому вы его подключите. Что угодно с возможностью открыть браузер и ввести логин и пароль. После подключения к сети автоматически открывается браузер с сайтом miwifi.com. На сайте miWiFi есть 3 вкладки, это статус, настройка и дополнительно. Можно с легкостью настроить Wi-Fi, к примеру, изменить радиоканалы и уменьшить мощность сигнала, включить режим совместимости Wi-Fi 5, грубо говоря, все стандартно в зависимости от возможностей самого роутера. Во вкладке дополнительно можно установить максимальную скорость или использовать функцию QoS. И не только, но меня больше интересует вкладка с надписью VPN, как и вас. Настраивается все в 2 действия. Изначально нужно оплатить VPN-сервер. Если у вас такого не имеется, я использовал сервис Fornex. Это не рекламно, лично для меня этот сервис показался удобным. Опять же, все будут постепенно блокировать. Далее, после выбора тарифа и оплаты, заходим обратно во вкладку VPN на сайте miWiFi, нажимаем «Добавить службу» и вписываем подключенную информацию VPN-сервера. После чего просто сохраняем и нажимаем вкладку «Связать». Вуаля, и все подключенные устройства к Wi-Fi используют IP-адрес другого местоположения, которое вы выбрали. По большому счету, это удобно, если вам нужен доступ к сервисам, которые недоступны в вашей стране. Опять же, VPN могут заблокировать. На данный момент это очень актуально, я думаю, вы и сами все понимаете. Хотя, если возвращаться опять же к тому же ТикТоку, даже при использовании VPN ролики вы туда загружать не сможете. А если возвращаться к чему-то, что названо в Российской Федерации экстремистским, неизвестно, как завтра повернется, так что думаем 3 раза перед тем, как что-то использовать. Летим дальше. Также для удобного использования и настройки роутера можно использовать официальное приложение Mi Home, доступное как на Android, так и на iOS устройствах. Чтобы подключить роутер, нужно обязательно изменить регион в приложении на Китай. Интерфейс на русском языке, как по мне, крайне удобный. В нем можно управлять устройствами, которые подключены к сети. К примеру, я могу включить умное ограничение скорости для смартфона или ПК, также отключать его от сети. Если в этом есть необходимость, добавок есть возможность ограничить доступ к определенным сайтам. Помимо этого, настроек в приложении достаточно, таких как запланированная перезагрузка, оптимизация Wi-Fi, установка таймера на отключение Wi-Fi, защита от взлома и подобное. Обновить прошивку в приложении можно, так же как на сайте miwifi.com. Минусы. По большому счету, за время использования глобальных минусов я не встретил. У меня не было проблем с его работой, я спокойно пользовался им, и первичное подключение не требует многих усилий. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, обязательно посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Обязательно добавляйтесь в мой телеграм-канал взаимопомощи. Я там начал делать эксклюзивные ролики. Скажем так, если вы хотите знать, как я зарабатываю, сколько, мое мнение о топовых блогерах, за счет чего они живут, где они врут, каким образом платить дешевле на данный момент на Али, то есть, допустим, сейчас это при помощи Kiwi кошелька, там на 4 минуты инструкция. Если завтра это поменяется, я выкачу другую инструкцию, если будет другой сервис, если вообще будут сервисы. Но мы мыслим позитивно и реалистично. Резюмирую. Роутер Xiaomi Redmi Gaming Router AX5420 однозначно удобен в использовании. Есть обширные настройки его работы, за что однозначный плюс. Можно установить такой VPN, допустим, на тех же смартфонах, который не будет подключаться при использовании определенных программ, тех же банков. Но при использовании дома того же Wi-Fi с сотового у вас будет все намного проще. Вы просто отключаетесь от Wi-Fi и заходите куда вам необходимо. Это действие 2 кликов, я думаю, мы все привыкнем. Использовать этот роутер в домашних условиях с гигабитным интернетом нет смысла. По факту что-то лучше купить, конечно, подешевле, с поддержкой гигабитного интернета и радоваться жизни. Но если вам уж точно нужен этот аппарат, он действительно хорош. Мне он зачем нужен? У меня просто море устройств, их точно больше 40. Для подключения к Wi-Fi, как вы понимаете, вот эта верхняя планка 200 с лишним, она подразумевает, что более-менее адекватно он будет работать,
Ну, 150 устройств, ну, 200. Проверять я это не собираюсь, вглубь не копал, я думаю, что вы примерно поняли, что это такое. Всем, у кого есть вопросы по поводу этого девайса, задавайте в комментах. Если вам контент понравился, обязательно пишите комментарии. Девайсу однозначное да, несмотря на стоимость, те, кому он нужен, знают. Добра и удачи вам, дорогие друзья!